Привет всем, с вами Валера Обзоров, и я хочу представить вам новый топ игр на двоих за одним компьютером. Составить данный список мне помогали мои зрители, за что им большое спасибо. Друзья, я также хочу обратить ваше внимание на то, что почти все современные игры требуют подключения отдельного контроллера для каждого игрока. Я думаю, что мы соберемся с моими зрителями и составим для вас отдельный список, отдельный топ игр на двоих за одним компьютером и за одной клавиатурой. Я думаю, что это очень актуальная тема, и поэтому я думаю, что мы сделаем такое видео. Также хочу сказать спасибо за ваше внимание, спасибо, что смотрите мои видео, что вы их комментируете, оставляете лайки, все благодаря вам. Так что не будем задерживать видео и приятного вам просмотра. И первая в нашем списке топа игра — это Minecraft Dungeons. Это новый проект, который представляет совсем иные приключения во вселенной Майнкрафта. Это уже совсем другой проект и представляется уже совсем иной геймплей. Интересной особенностью является то, что игра-песочница превращается в серьезный проект с сюжетом. Игровой процесс будет совсем иной. В формате RPG с видом сверху вам потребуется прокачивать своего персонажа, его лут, чтобы одолевать противников. Также важным дополнением является возможность играть в кооперативе за одним ПК. Synaptic Drive представляет собой смесь 3D-файтинга и шутера в одном проекте 2020 года. Участвуйте в соревнованиях, играя за разнообразных бойцов из космоса. Каждый из них обладает своими особенностями и способностями. В игре более 100 типов предметов и пистолетов. Простой, но динамичный геймплей, приятная графика и возможность играть в компании за одним ПК. Tonight We Ride. Проект игры представляет мир, где богатая элита контролирует СМИ, выборы и жизнь трудящихся. И у игроков есть только два выхода: принять это или бороться за лучшее будущее. Вам потребуется создать движение людей, чье благополучие определяет успех революции. Основными особенностями игры являются 20 видов оружия, снаряжения, различные игровые режимы и, конечно же, кооперативная игра на одном ПК. Swords of Ditto — это яркая, красочная игра 2018 года в жанре экшен-РПГ. Играйте за разных персонажей и станьте героями удивительных событий в локальном кооперативе. Боритесь со злом, прокачивайте персонажа, комбинируйте оружие. В игре приятная графика, простой, но интересный геймплей и возможность играть вдвоем за одним ПК. Fury Unleashed. Данный проект сочетает в себе особенности олдскульных платформеров, разбавляя их фишками современных рогаликов. Игра представляет собой страницы комикса, где ценным ресурсом выступают чернила. Каждая локация — это страница комикса. Особенно можно выделить то, что визуальный мир нарисован вручную, а проектируются уровни процедурно. Уничтожайте врагов и победите 40 боссов вместе в локальном кооперативе под эпичное музыкальное сопровождение. Vampire Smile — это стильный мрачный проект 2017 года, динамичный 2D-платформер, где вам потребуется играть за психически неуравновешенного заключенного и оживленного самурая против коррумпированной системы и лидеров общества. А пройти такой мрачный геймплей будет интереснее именно вдвоем за одним ПК. Tag 3001 — это инди-проект 2014 года в жанре раннера. Простой динамичный геймплей за робота с возможностью играть вчетвером за одним ПК. Игра имеет 41 уровень, 4 игровых режима, приятный для того времени графон и возможность играть в компании игроков за одним ПК.
Handy Dandy — это новый проект 2020 года, в котором вам потребуется играть за двух искателей, которые вызвали пространственную петлю, которая разделила их и пещеру, которую вам придется пройти в компании за одним ПК. Важно отметить, что она бесплатная, так что качайте ее через Steam, чтобы поддержать разработчиков. Данная двухмерная игра наполнена загадками и головоломками, в ней более 40 уровней и более 1 часа веселого геймплея. Garrison Архангел представляет собой динамичный файтинг, предназначенный для эпических локальных боев. Создавайте своего бойца, настраивайте его под себя. Вам будет представлен огромный арсенал оружия с уникальной механикой и игровым процессом. Устраивайте бои на различных картах и аренах до 4 игроков за одним ПК. Обратите внимание, что, как и многим играм в топе, требуется подключение контроллеров. Также интересным будет то, что большая часть контента была предложена именно игроками, и разработчики выставили свои соцсети, чтобы любой желающий мог предложить свои идеи и проекты для внедрения в геймплей. Bonanza Bros — это олдскульная игра от Sega 90-го года, которая навевает ностальгии по играм того времени. Тот же стиль, тот же дизайн и тот же геймплей. Приятная возможность окунуться в то время и пройти простой сюжет вдвоем за одним ПК. Hack Tag — это инди-проект 2018 года, который представляет собой тактическую стелс-игру. Одному игроку потребуется быть в роли агента, который пробирается сквозь охрану и ловушки, а второй будет в роли хакера, который помогает ему с помощью технологий. В игре 24 уровня и плюс мини-игры. Приятная графика и возможность играть вдвоем за одним ПК. The Wonderful — это динамичная игра, в которой команда героев со всего мира объединится, чтобы защитить Землю от инопланетных захватчиков. Используйте фантастические способности для создания разнообразных форм, чтобы преодолеть ловушки и напасти противников. Данный проект предлагает возможность управлять сотнями героями одновременно, с плавным управлением и динамичным геймплеем, которые являются отличительной чертой данной игры. Super Breakers представляет собой твин-стик шутер с новой графикой, новыми персонажами, новыми врагами и новыми игровыми режимами. Уничтожайте 1000 врагов вместе. В этой классической аркадной игре до 6 игроков могут играть вместе локально. Также разработчики предлагают постоянные бесплатные обновления и дополнения для игры. Test Tube Титаны — это инди-проект 2020 года, где вы сможете сражаться локально до 4 игроков за одним ПК. Каждый раз будет регенерироваться новый Титан, поэтому геймплей будет разнообразным. Также вы сможете создать своего персонажа с нуля. Давайте ему различные способности и мутации. Идея очень простая, просто нужно сражаться и громить все вокруг. Но геймплей представляет собой сложную систему управления каждой конечностью, а основанный на физике мир делает его особенным и не похожим на другие игры.
Wildfire — это проект 2020 года, который уже получил заслуженные положительные оценки от игроков. Игра представляет собой двумерную историю в жанре стелс. Используйте магию, чтобы разжигать огонь, обращать воду в лед. Защищайте свои поселения, освобождайте пленных, а управление окружающей средой поможет вам достичь победы. В игре есть сюжет, стильная графика, приятная атмосфера и приятная фишка, что игру можно пройти вдвоем за одним ПК. На этом все, дорогие друзья, с вами был Валера Обзоров, и я надеюсь, что вам понравилась хотя бы одна игра из данного списка. Если же нет, переходите на канал, обязательно подписывайтесь на него и смотрите все другие ролики, возможно, вы найдете там подходящую игру для своей компании. Спасибо большое за ваше внимание, всем пока!